Привет, дорогие друзья! Ну что, у нас уже второй день Привет, дорогие друзья! Я устроила себе такой маленький уютный уголочек в жаркий день. И всегда, когда я выхожу к вам с разговорными видео, я обязательно себе варю турецкий кофе. Или не турецкий, неважно. В общем, создаю такую атмосферу. А, Сегодня хочу, наверное, немножко затронуть такие материальные темы, потому что многие просят рассказывать больше про Турцию, как я уже говорила. Но в целом, давайте начнем с того, что у меня все в порядке, все хорошо. Июль в разгаре, самый жаркий месяц года, и это чувствуется. Мы, конечно же, вот я сейчас сижу в тени, я дома все закрываю полностью после обеда, потому что солнце на этой стороне, и мы этим спасаемся, конечно же. И, в принципе, терпимо, нормально. В том году было гораздо жарче. В этом хотя бы иногда какие-то ветра включают, и какие-то более-менее такие дни бывают, что температура падает из-за ветра, видимо, что-то приносит. Как я читала, что в эти дни будет более низкая температура в связи с тем, что со стороны России идет ветер Пайрас, и он несет вот этот вот циклон какой-то, видимо. Что, конечно, замечательно, потому что жара- это такое себе. Но сейчас я думаю, что очень во многих странах жарко. Я вот и с близкими говорю, они в Магнитогорске живут, и у них там 30-32. И мы разговариваем, у нас одинаковая температура. Они живут на Урале, а мы живем в Турции. То есть что-то происходит с планетой, глобальное потепление и так далее. Ну и перейдем давайте к обсуждению материальных моментов. Задавали вопрос, где мы живем, как мы живем, касаемо квартиры, быта и прочего. Это квартира, где мы живем сейчас. Мы ее снимаем. Вот уже 3 года. До этого я жила в другом райончике недалеко отсюда. Мы с дочкой вдвоем там жили, снимали квартиру. И потом, когда появился Умит, как зовут моего мужа, мы нашли другую квартиру в другом районе, ближе к центру Кадыкёя. И живем уже здесь 3 года. По правилам, каждый год контракта контракт продлевается, и арендная плата меняется. Соответственно, она ежегодно повышается, 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 потому что инфляция дикая, она до сих пор не остановилась. Я только вчера заметила в продуктовых магазинах, что цены опять выросли, и очень сильно. Пока не на все группы продуктов, но, допустим, я прям заметила по кефиру, что, допустим, бутылка кефира, которую я покупала безлактозную, там стоила 80 лир, 85, например, сейчас она 129 уже. То есть, представляете, да, какой скачок в ценах? И так периодически повышаются все группы продуктов, транспорт, бензин, арендные платы. Все это бесконечно-бесконечно растет, и мы уже на это не обращаем внимания практически, потому что настолько за эти 3 года выросли цены, что я даже видела, кто-то таблицы составлял, то есть до каких моментов выросли цены. И это очень сложно. Поэтому вот мы живем в этой квартире, мы ее снимаем. А почему снимаем? Да, у меня муж турок, он всю жизнь жил в Стамбуле, но это у него второй брак. До меня он не так давно развелся с той женщиной, с которой он прожил очень много лет. У него старший сын есть, и понятно, что он оставил им жилье. И получается, что у меня свое жилье в России, я его сдаю, хоть какая-то дополнительная, скажем так, денежка приходит. У него также есть еще одно жилье на двоих с сестрой, тоже они его сдают, тоже небольшая копеечка приходит. И в совокупности, в принципе, мы вот так стараемся перекрывать. Квартира это у нас большая достаточно, потому что она, а, как это назвать, старострой. Вообще, вот я про что хотела поговорить, что в Стамбуле и в целом в Турции постоянно реновируют старые здания. И
Вот это место, где мы живем, вот это здание, оно старое, старой постройки, ему, наверное, лет 30-40. Но, в принципе, мне нравится качество, потому что я даже зимой понимаю, что постройка мощная, стены толстые, так как у нас, например, зал выходит на две стороны, и у нас вот этот наш район называют кондиционером Кадыкёя, потому что мы находимся на возвышении, и все ветра через нас проходят. И, по сути, по логике вещей, у нас должно быть очень холодно дома зимой, но все наоборот, у нас очень тепло, и я думаю, это именно за счет того, что постройка хорошего качества была. Но в любом случае постепенно все дома перестраивают. И как это здесь работает? Вот про это расскажу. Когда я только приехала, я заметила, да, что постоянно стройка, стройка, шум вокруг во всех районах. Я думаю, ничего себе, как это так? И я была уверена, что это за счет государства, потому что жилой фонд стареет, опасность землетрясений, то есть и по сроку там, видимо, по качеству проверки не проходят они, и, видимо, реновацию проводят. Но, как оказалось, это не так. Конечно, государство не потянет такие затраты, чтобы проводить такие глобальные реновации во всех районах города. И что тут делают? Ну, допустим, я живу в старом доме, как сейчас, например, это моя квартира. А, И мы понимаем с соседями. А здесь все дома, как правило, одноподъездные. Здесь нет такого, как в России, там семиподъездный дом, десятиэтажный, куча народу живет. Нет. Здесь апартаменты, здания сами, как правило, одноподъездные. Квартир на этаже немного, как правило. То есть я говорю в большей степени, что, конечно, есть исключения разные, есть жилые комплексы, сите, но, как правило, вот одиночно стоящий дом, это один подъезд, наверное, от 5 до 15 этажей, в зависимости, опять же, от года постройки. Чем старее, тем меньше этажей и меньше квартир на этаже. Вот. Сейчас вы поймете, почему. И, например, вот такой дом 15-этажный или 10-этажный. У нас 10-этажный дом, на каждом этаже по 2 квартиры. То есть жильцов не так уж много получается. В общем, проводится какое-то собрание, и все принимают решение, что пора бы нам наш дом отреставрировать, потому что риск землетрясений уже не проходит, в общем, по качеству постройка. И если что случится, то, конечно же, потом локти все кусать будут. И лучше это сделать заранее. Что делается? Собираются подписи по дому. Я не знаю конкретные точные правила, потому что я этого никогда не касалась, но я просто знаю, вот как примерно это происходит. Собираются подписи, если большинство подписей все окей, просто иногда бывают случаи, когда кто-то против, и если какой-то процент они не набрали, то все отменяется. В общем, если все хорошо, набрали подписи, никто не против, они подаются на рассмотрение в определенной компании, которых очень много, которые занимаются реконструкцией полностью здания. В общем, я думаю, что, наверное, изначально какая-то государственная палата есть, которая принимает эти решения, и потом распределяет по фирмам. Либо сразу в фирму подаются. Я вот эти тонкости не знаю. В общем, если принимается решение, что да, здания будут реконструировать, людей выселяют, люди выселяются за свой счет, либо они снимают квартиры где-то на это время, либо они переезжают к родственникам. В общем, это их забота. Вывозится вся мебель полностью от и до. И занимает это примерно 2 года и более, наверное. Я меньше не слышала никогда. То есть люди съезжают и приступают к проекту реставрации дома, реконструкции даже. То есть потому что это глобальная реконструкция, полностью сносится все здание, меняется полностью все основание, и все это огораживается какими-то металлическими этими заборами, я не знаю, стальными листами какими-то зашивается. И вот на протяжении 2 лет идет реконструкция нового здания. Когда здание возводится, то есть там полностью ремонт идет, по-моему, наполняется кухня, то есть кухонный гарнитур, туалет, унитаз, вот эти вещи ставятся, а остальное все, конечно же, от владельцев. Но в чем прикол? Зачем эта компания делает такие реконструкции? Как они выигрывают? В чем прибыль? Вот смотрите, допустим, здание имеет определенное количество этажей и определенное количество квартир на этаже. Или, например, плюс у них земля приусадебная, как бы есть по кругу. Эта компания проектирует здание так, чтобы у них остались в запасе пустые квартиры. То есть либо они забирают площадь у владельцев немножко, балконы, делают меньше комнаты. Вы поняли, да, в чем прикол? То есть они делают дополнительные квартиры, надстраивают дополнительно этажи,
Допустим, было 10 этажей, стало 15-20. Было 2 этажа, стало 10 этажей. Вы представляете, да, какое количество квартир дополнительно остается? И там в зависимости от закона, то есть в каких-то вариантах даются какие-то квартиры жильцам, то есть они их либо сдают, либо продают, либо эта компания забирает какой-то процент квартир себе и в их владении. Вот в чем и прикол. Получается, что квартиры сейчас все, что реконструированные, либо они меньше по размеру, либо у них нет балкона, делается маленький французский балкон, ты просто открываешь окно, у тебя такая перегородочка, чтобы просто покурить, и все. Но зато, как правило, они все очень высокие. Да, все это красиво, новенькое, приусадебная вот эта вот зона очень красивая, как правило, садовая. Там цветы высаживаются, все это здорово. Ну, вот таким образом, получается, производят реконструкции в городе. И я считаю это здорово, потому что действительно эта зона, особенно Стамбул, находится на движении двух плит, и в любое время может произойти землетрясение. За мое время проживания здесь я уже а, сколько раз? Наверное, 3 раза было землетрясение. Одно из них было 6,6, по-моему, баллов. Как раз-таки, я помню, я занималась турецким языком. У нас онлайн-урок был, в школу я ходила. И как начало трясти, было очень страшно. Мы после этого, у нас паника с дочкой. И в итоге мы уговорили мужа уехать на 3 дня из Стамбула за город. Но те, кто живет здесь много лет, они уже к этому привыкли, для них это окей. Я даже не знаю, есть ли у кого-нибудь тревожные чемоданчики в коридорах или там около кровати. Я поначалу ставила и ложку в стакан, и там воду рядышком с кроватью, в общем, и спать все время нужно в одежде, в пижаме, в теплой, потому что, если что, ну мало ли что случится, то есть ты хотя бы не замерзнешь. Ну вот такая жизнь здесь. Что еще? Тут еще что интересно. В общем, каждый дом есть председатель какой-то, ну, в общем-то, как и в России, да, старший подъезда, старший дома, как правило. Также есть человек, который отвечает и работает в этом доме. Здесь эта должность называется капыджи, от слова капы– это дверь. Чем он занимается? То есть, во-первых, он бывает, что на постоянный, на целый день, как наемный работник, а есть частично, то есть на несколько часов в день, там в зависимости от желания жильцов. Тот, кто на полный день, он занимается полностью садом, уборкой подъезда, всеми делами. Вот я когда в первый раз здесь квартиру снимала, там был на полный день капыджи, и он так мне помогал, вы не представляете. Он говорит, тебе хлеб купить, принести. То есть вот какие-то тонкости, он мне чинил краны, он мне помогал по хозяйству дома, то есть какие-то именно технические вещи такие. То есть вот такая должность, человек, который всегда совсем тебе поможет. И это очень здорово. Также они выносят мусор, и раньше, особенно там несколько десятилетий назад, они всегда приносили хлеб, кому нужно вечером. То есть он обходил, спрашивал, кому хлеб принести свежий, или утром. Те, кто на несколько часов наемные, они, вот как у нас, например, он убирается в подъезде, чистит территорию немножко быстро, и каждый вечер они выносят мусор. Это везде так принято. То есть ты пакет с мусором выставляешь около двери вечером, и через час его нет. То есть он проходит, полностью забирает мусор и вывозит его. То есть он как? Он не вывозит, он его выносит полностью в бачок в этот, и служба уже там в зависимости от расписания забирают мусор ежедневно. Это обязательное правило, то есть либо вечером, либо рано утром. И постоянно слышно вот эти вот машины, они потому что очень громкие. И как назло в нашем районе, около нашего дома, они забирают мусор порядка 6-7 часов утра. И это такой шум, вы не представляете. Я просто матерюсь иногда, особенно если открыто окно. Это вот это вот, потому что, ну вот представляете, бачок перевернуть, поставить обратно. И так все дома рядышком. И это происходит минут 10, наверное. Плюс у нас еще совсем рядом мечеть, которая одноэтажная. И когда мы сюда заехали, то есть когда мы смотрели квартиру, я прошлась, посмотрела по окошкам, я даже не догадалась, что там мечеть. И когда мы уже подписали контракт, заехали, провели первую ночь, и мы поняли, что это такое. То есть у нас прям, наверное, 2 минуты от дома мечеть, и это постоянно азаны. Раннего утра азаны, это где-то 5:30.
То есть у нас утром вообще весело просто в спальне. Постоянно кричат чайки. Ну, то есть это даже есть такие приколы, и видео многие снимают, как весело жить в Стамбуле. Но к этому постепенно привыкаешь, абстрагируешься как-то, закрываешь окна. У меня, вы знаете, уже на автомате, например, я сплю с открытым окном, я автоматически только слышу первый звук азана, такой щелчок там идет. Я встаю, закрываю окно, я даже иногда не помню этого. Потом, когда все это заканчивается, вывоз мусора, чайки прокричатся там, посовещаются они, все это закончится, я на автомате опять открываю окно и ложусь спать. Но первое время это было очень сложно. В общем, вот я вам рассказала такие нюансы Стамбула. На 15 минут опять болтовни, поэтому видео всегда выходит очень длинные. Я даже себя с другими блогерами сравнивала. У всех по 20-30 минут, у Альбины практически 50 блог. Ну, можно разделить на две части и посмотреть частями. Что по видео? Что по видео? Что по видео? В видео будет несколько классных рецептов. Будем готовить портулак, который я обещала. Я его давно отсняла, просто будет это в этом видео. Будут еще одни интересные лепешки оладьи, уже с зеленью и сыром. Будет еще один классный, интересный рецепт, но не будет много Стамбула, потому что, как я уже сказала ранее, очень жарко, и ходить по каким-то достопримечательностям, интересным местам далеко, это очень-очень сложно физически. Поэтому потерпите немножко до осени, погода станет мягче, и мы обязательно будем с вами изучать много интересного в этом городе, потому что вы не представляете, сколько у меня уже сохранено мест, которые бы я хотела посетить. Вот, а пока, может быть, будет какая-то интересная прогулка вечерняя еще раз в нашей округе. Может быть, на одну интересную улицу торговую сходим, которая очень много тысячелетий. Она еще во времена Шелкового пути была центральной. В общем, вот такой план у нас по этому видео. Поэтому желаю вам всего доброго. Спасибо за ваши подписки, за лайки, за комментарии. Мне это очень приятно. И поехали в новое видео. Ребятки, привет! Сегодня будем заниматься дрожжевой выпечкой и будем печь такой хлеб высокий а-ля фокачча. Также в Греции есть подобная выпечка, ладения называется. В общем, дрожжевое тесто очень пышное. Итак, что нам нужно? Нам нужно 350 миллиграмм теплой воды. Добавить 12 грамм сахара. Обнуляем тару. Нужно добавить 10 грамм соли. Это вот где-то 2 таких чайных ложечки.
Размешаем, растворим. И нам нужно 7 грамм дрожжей сухих. 7 граммов. Так, что тут у меня вышло? Тщательно все перемешиваем. Так, далее на этом этапе я вот так немножечко все перемешиваю и оставляю в покое, чтобы дрожжи заработали. Но у нас жаркая погода, и все это будет гораздо быстрее. Может, даже 3-4 минут будет достаточно. Далее будем вводить муку и оливковое масло. Итак, теперь мы с вами добавим оливковое масло. 35 миллиграмм. По этим пропорциям нам понадобится где-то полкилограмма пшеничной муки лучшего качества. Я всегда муку ввожу частями, чтобы было понятно, потому что иногда рецепт рецептом, но можно с мукой переборщить, и тогда это не очень хорошо. Весы можно убрать. И здесь уже поможет глаз алмаз. Здесь у меня еще тесто мягкое, податливое. И я думаю, что я остановлюсь на такой консистенции, потому что перебитое мукой тесто, конечно же, очень плохо поднимается. А именно вот такое, в такой консистенции. Даже иногда жиже намного. Отлично растаиваться будет оно. Я добавлю еще оливковое масло для работы. Давайте проверим тесто. Вот оно красивое. Я очень люблю дрожжевое тесто. Смотрите. Видите, какое оно мягкое? Потому что не перебили мукой. Воздушное. Дальше я его разложу на противне и дам еще отдохнуть какое-то время. Тесто я выложу вот в такую форму. Предварительно, конечно, смажу оливковым маслом. Здесь техника, как при выпекании фокаччи. Все смазываю. Работаю я руками, без перчаток. Знаете, иногда пишут там комментарии, да как можно без перчаток? А как можно в перчатках готовить? Я не понимаю. И практически никогда их не использую, только лишь, наверное, когда работаю с мясом. А так я должна чувствовать продукт. Вот такое шикарное тесто. Сейчас оно у меня пойдет на этот противень. Жук. Соскользнули. Тесто распределяем по форме. Оставим сейчас его в покое еще минут на 20. Накрываю полотенце и ставим в стороночку. Ну, а мы теперь нарежем с вами начинку для нашего хлеба. Фокаччи, ладения, 2 томата и 1 луковица красная. Должен собирать нашу начинку. Добавим соль. Щедро тимьян или орегано. Черный перчик.
И, конечно, оливковое масло. Все это сейчас мы будем перемешивать. И впоследствии мы выложим все это на тесто и будем запекать. Я обожаю такие виды выпечки, когда томаты пропитывают соком тесто. Это получается очень-очень вкусно. Перемешиваем. И даем постоять где-то, наверное, полчасика. Для того, чтобы томаты дали сок. И все соединилось по вкусу. Орегано или тимьян, оливковое масло, аромат красного лука, аромат томатов, сок томатов. И все это вместе будет потрясающе вкусно на нашем хлебе. Ну что, проверим наше тесто. Ох, шикарно. Вот так оно расстоялось. Дребезжит все. Значит, работа прошла хорошо. И сейчас я хочу его вот так немножко обмять. Газики выпустить. И самое сейчас будет интересное. Мы сейчас с вами нашу начинку, кому нравится, можете выпекать в таком виде. Присыпать орегано, тимьян, розмарин, можно веточки положить. Можно просто черики повставлять или вяленые томаты. Но мы-то пойдем дальше с вами. И мы сейчас выложим вот эту всю массу сверху вместе с соком, вместе с луком. Это такой очень необычный вид хлеба. Но просто представьте, какие будут ароматы стоять. Всю эту массу вместе с соком мы будем с вами запекать. Сейчас оно будет еще с 30 минут стоять и всем этим пропитываться. Уже невероятный запах стоит. Вы не представляете. Что самое удивительное, что по рецепту написано, вот на это количество теста добавить 4 томата. Интересно, как бы это я их уместила здесь, все 4 томата? Вот такая красота. Сейчас я это оставлю в покое. И перед запеканием сбрызну оливковым маслом. Итак, 30 минут спустя аж все потекло вон у меня. Посмотрите. Тестушка, не убегай. Сейчас мы тебя будем ставить. Ой-ой-ой-ой, жара что творит, посмотрите. Тесто убегает. Так, все, ставим. Ну что, смотрите. Тесто убежало. Так газовало, торпедировало, что аж вытекло. Вот такая красота. Еще будет готовиться. Я уже на 180 поставила. Еще 10 минуточек. Или 5, посмотрю сейчас. Говорится по просьбам телезрителей. Мы с вами сегодня что-нибудь приготовим из портулака. Вот я купила его свежий на базаре. Он продается в таком виде. С корнями, с кусочками грунта. Прямо мы видим. Вот он сыпется свежий. Если его обрезать, я думаю, что он будет очень быстро мягким становиться, клеклым. Поэтому они его в таком виде продают. И очень часто в магазинах можно его увидеть завернутым во влажную бумагу. Что-то по типу, я не знаю, не то чтобы пергамент, но, в общем, иногда в газетах даже продают в мокрых. То есть ему всегда нужна влага, и поэтому его нужно, как правило, готовить в тот же день или на следующий. У меня пока он в хорошем состоянии. Сегодня мы с вами приготовим из него, наверное, 2 блюда. Также третье, основное, что здесь готовят турцы из него, это мизе на основе йогурта и вот этой вот зелени. Рецепт у меня есть, он находится в видео «Турецкий мезе». Попробую приложить здесь ссылочку к этому видео. И также сегодня мы с вами сделаем такие, скажем так, оладушки турецкие из этой зелени. Тоже я нашла рецепт. И сделаем эту зелень в греческом стиле. В общем, смотрите далее. Как я уже говорила ранее, портулак очень полезная трава. Она насыщена очень омега-3. Также разными минералами и витаминами. В общем, кладезь полезных элементов. Если есть возможность, обязательно покупайте и включайте ее в свой рацион.
Итак, я начну ее разделывать. Сразу отрежу вот такую часть, чтобы нам меньше возиться, скажем так. Это выкидываем. В общем, я ее промыла. Сейчас я оставлю половину для одного блюда и вторую половинку для другого. Вторую половину я сейчас мелко-мелко нарежу. Добавляем все в тарелку, в емкость глубокую. И самое интересное, что я забыла рассказать вам, что же мы готовим. А готовим мы с вами знаменитое в Турции еще со времен Османской империи блюдо мюджвар. Или мюджвер, правильно. Откуда это блюдо? Что это вообще такое? Это оладьи из разных овощей, абсолютно из разных. Все зависит от региона и блюд, которые растут рядом. Из кабачков самые знаменитые, из капусты, из моркови. В общем, такие привычные нам, наверное, овощные оладушки, драники. Это та же самая вариация, только здесь, в Турции. По-моему, это слово произошло от арабского слова муджабар, что-то там смешивать. Я пока чищу морковь, так, потому что у нас сегодня будут оладушки из портулака, семизату зелень, и моркови с добавлением йогурта. Именно вот такой вид оладушек знаменит в основном на Эгейском побережье, потому что портулак там растет повсеместно. И у него такая, знаете, яркая кислинка есть, и в то же время он очень богат омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, витамином С. И, насколько я знаю, если я правильно все поняла, иногда в летнее жаркое время они едят эти оладушки как полноценный прием пищи без дополнительных каких-то блюд. То есть они жарят вот эти оладушки, нарезают помидоры, кружку чая, и при этом больше ничего им и не нужно. Так, я нарезала 2 моркови. И сейчас буду натирать ее на вот такой крупной терочке. Добавляем морковь к портулаку. И приступим к тесту. Итак, давайте начнем делать тесто. Что я про него могу рассказать? Оно состоит из яиц и йогурта. Что дает йогурт? Воздушность, конечно же. И это такое больше... Я находила несколько рецептов этих оладушек муджвер. Семизоту муджвер, правильно они называются. 2 яйца, стакан йогурта и целый пакетик разрыхлителя 10 грамм. Почему так много? Потому что они дают такую воздушность и пышность сразу. Сочетание йогурта и разрыхлителя такого количества. Но есть еще такой вариант, где не используют йогурт, а используют очень много белого сыра и много другой зелени. Чесночок добавляют. Этот более облегченный и летний вариант. Добавим еще чайную ложку соли. И 1,5 стакана муки нам понадобится. Но перед мукой я перемешаю. Разрыхлитель уже дает газики, я вижу. В сочетании с кислым йогуртом. Очень пышная основа получается. И буду вводить муку. Вот эта емкость у меня где-то 250 миллиграмм. И она не полная. Ну, тут в общей сложности 230, наверное. А нам надо где-то 300 грамм муки. Но я сначала введу вот эту часть. Перемешаю и посмотрю. По концу. Хорошо тщательно вымешиваем, чтобы не осталось комочков. Нужно с вами перемешать
начинку, добавив при этом хлопья чили. Будет такая стринка в оладушках. И перемешиваем. Хорошенько перемешиваем до однородной консистенции. И потом сразу будем их обжаривать. А вообще по традиционному рецепту, конечно, их обжаривают в большом количестве оливкового масла, как и на всем Эгейском побережье и в целом в Турции. Ну, хотя здесь растительное масло, конечно, подсолнечное тоже используют часто. Добавляем оливковое масло щедро. Ну, а турчанки и гречанки обжаривают подобные вещи. Масло где-то вот столько занимает оливковое. Так что мы еще с вами по-скромному. Далее я буду их обсуживать на бумажном полотенце, конечно же. Ну, вот такой отряд получился оладушек мюджвер, семизоту мюджвер. Давайте приготовим следующую закуску. Она у нас будет греческая. Здесь у меня кипятится вода. Я сейчас ее посолю. Называется салат хорта греческий. И буду добавлять наш портулак, водичку. Вариться он будет 3-4 минутки. Буквально надо прям ошпарить буквально и чуть-чуть поварить. То же самое можно сделать со шпинатом. Если у вас, например, нет портулака и вам хочется что-то подобное. Греки вообще любую траву, которая растет у них даже дикая, какая-то, которая съедобная, конечно, они ее готовят точно таким же методом. Так, портулак наш готов. Выкладываем его на тарелочку. Еще немножко посолю. Чуть-чуть добавлю перчика красненького. Конечно, оливковое масло. И здесь его надо немало. Ну и самый главный ингредиент, конечно же, лимонный сок. Тоже его должно быть очень много. Я выдавила половину лимона. Ну что, вот мы с вами приготовили два блюда из зелени портулак. Она же семизоту в Турции, которая называется. Мы с вами приготовили вот такие овощные турецкие оладушки, которые называются мюджвер, а конкретно семизоту мюджвер. Это оладьи из портулака с морковью. Подаю я здесь их с йогуртом плотным, с каймаком. И у меня есть такой вкусный соус из разных овощей, холодный. Мне кажется, будет идеально сочетаться. Ну и здесь уже греческая сторона. Из портулака они готовят тоже много разных закусок и мезе, в том числе с йогуртом. Ну а здесь салат хорта, который просто немного варится зелень 3-4 минуты, поливается все оливковым маслом, соком и какими-то специями по вашему вкусу. Тоже очень-очень вкусно. Ну и третья закуска у меня в одном из прошлых видео. Поэтому вашу просьбу по поводу портулака я выполнила. Привет, друзья! Я после душа, поэтому сори за внешний вид. Но в такую жару, это внешний вид такой нормальный. Я абсолютно сейчас не крашусь, потому что в такую жару невозможно. Вчерашний хлеб. Посмотрите, какой он пышный, красивый. Как пахнет. Сегодня я его засервировала к завтраку оливковым маслом, солью крупной, чтобы макать. И он так вкусно пахнет. Вчера мы, конечно, попробовали его. Он потрясающий, пышный, вкусный. И такой прям летний вкус у него за счет томатов и лука. Вот, еще я сделала вот такой салат к завтраку. Нам с дочкой. Здесь креветки, яйца
отварные, авокадо, томат и немножко трюфельный майонез. Что-то так захотелось какой-нибудь протеиновой бомбы, но в то же время чего-то такого очень вкусного. В общем, я в предвкушении салата. Сейчас приготовлю себе кофе и вперед. В субботу-воскресенье ныряю. Буду 2 дня дома заниматься монтажом видео. На это уходит, конечно, не 1 час, не 2 часа, иногда 2-3 дня. Поэтому иногда видео не раз в неделю выходит, чуть реже. Но я на месте, я никуда не уехала. В августе буду в городе и буду снимать, конечно же, новые влоги. Отличного выходного дня желаю. До встречи. Только что приехала какая-то посылка. Обожаю такие сюрпризы. Я не знаю, что там внутри, потому что я ничего не заказывала. Значит, это муж. А мне всегда любопытно, что внутри. Сейчас проверим. По ощущению, что-то мягкое. Сюрпризы какие-то приехали. О, кажется, кто-то купил жене новую сумку для видеокамеры. У меня вот муж такой человек, он умеет делать сюрпризы. Это, конечно, невероятное качество в человеке. Как Дед Мороз, знаете? Ух ты ж. Короче, это сумочка для камеры. Он мне не так давно подарил камеру, для того, чтобы я свой YouTube развивала. И мы искали сумку. Я недавно одну заказала, она мне совершенно не понравилась. Буду сейчас назад отправлять. Она такая приятная, бежевая, как я люблю. Класс. А это что такое? А это, видимо, еще и чехол для моего ноутбука. Ох ты, что ж, красота. Блин, клево. Спасибо, любимый. Аж кипсоничок сверу. Çok teşekkür ederim. В общем, я теперь технически подкованный человек, который всегда был далек от этого всего. В общем, муж способствует. Спасибо. Итак, добавляю. Я буду сейчас делать на 2 порции, на 2 нам, поэтому добавляю 1 ложечка, 2 ложечка, 3, 4, 5. Я люблю крепкую мочу, поэтому не жалею. И начинаем размешивать венчиком. Я, конечно, не профессионал, но для домашних условий вполне себе подходит этот напиток. Сначала мы вот так делаем по кругу. Комочки разбиваем, а далее вот так зигзагообразными движениями делаем, создаем вот эту вот пенку. Дочка у меня будет пить матча-латте, а Альбина будет пить матча-швепс. Матча-тоник он называется.